друзья, вторая часть ролика про электронные помощники, про системы, которые помогают делать так, чтобы автомобиль ехал сам, фактически. Но это возможно на трассе. В большинстве случаев, как уже вы поняли по первому ролику, во втором ролике будет еще больше дополнительной информации. Я, наверное, может быть, во многих местах часто повторялся, либо же можно было все показать гораздо быстрее. Но мне кажется, эти моменты настолько важны, и поэтому я их подробно разбирал. Поверьте, вот я 4 месяца и только, можно сказать, освоился, поэтому хотел просто в дальнейшем сэкономить ваше время. Так, 60 км в час уже есть. Нажатием включаю, появляется машинка, но пока еще полосы не определяет. Это я включил адаптивный круиз-контроль. Еще раз нажимаю, включается интеллектуальный. Да, видно, вот переключается. Давайте выберем такой. И для того, чтобы активировать, просто вверх либо вниз. Пишет. Активировано. Все, есть полосы. Все едет сам. Скорость 72 выставлена. Сейчас притормаживает перед автомобилем. Двигаемся за ним. Несмотря на то, что скорость упала, меньше 60, все равно пока еще показывает полосу, держит автомобиль. Затем та машина едет быстрее. Увеличить скорость вверх. Уменьшить скорость на 5 км в час, шаг вниз. Значит, вот этот, тут можно нащупать distance. Значит, включаем его, и появляется внизу вон такая градация. Выставить дистанцию до впереди едущего автомобиля. Это максимальная дистанция, это минимальная. Соответственно, переключением этой язычка дистанса делается. Ну что, давайте сначала выставим максимальную, попробуем догнать того человека. Вот прекрасные варианты, за ними мы сможем хорошо это потестировать. Так, сейчас у меня дистанция максимальная выставлена. Сколько это может быть? Метров, наверное, 30. Может быть 40. Камера немножко искажает и сложно определить. Метров 40-30. Да? Теперь я хочу подобраться поближе, то есть выставить дистанцию поближе. Вот она включает, ну, как бы газ. Вот мы подобрались ближе, но незначительно. Я бы сказала, если было 30 метров, стало 20, наверное, да? Так, теперь зафиксирую. Сейчас будет понятно. В таком режиме перевожу на максимальную дистанцию. Раз, моя машина притормаживает слегка и отдаляется. Ну да, заметно, на самом деле существенно заметно, это метров 10. Метров 10. То есть, подытожим. Минимальная дистанция. Сейчас она набрала до минимальной. Такая вот минимальная дистанция. Я думаю, здесь даже 20 метров нету. Меньше 20.
и для города, скорее всего, и максимальная дистанция. Вот наша машина притормаживает. Будет метров 30, 40, может быть. Так, с этим вопросом разобрались. Так, сейчас слева машина и сигналит нам, ну, вернее, загорается предупреждение о том, что у нас там помеха. Сейчас еще раз. Загорается помеха. Загорается. И такое происходит, соответственно, и с правой стороны, и с левой. Но если бы я перед этой машиной начал совершать поворот, ну выезд, например, вот такой, да, то она, кроме этого, начала бы еще и пищать. То есть, если двигаемся прямо, нас просто предупреждают. Если пытаемся перед ней повернуть, то предупреждает о столкновении. Вообще безумно удобная вещь и очень полезная. Во время движения по трассе в режиме круиз-контроля будьте всегда внимательны. Находитесь ли вы в данный момент в ручном управлении или в режиме круиз-контроля? Потому что часто себя ловил на мысли, что когда на скорости, на высокой скорости наш автомобиль подъезжает и упирается в другую машину, да, то непонятно, в данный момент либо тебе нужно тормозить, либо это сделает круиз-контроль. Но опять же, повторюсь, почему так происходит, потому что ты едешь на трассе, у тебя он может сброситься при торможении, ты можешь это не заметить, надеяться, что у тебя работает круиз-контроль, и на самом деле он будет отключен в тот момент, когда нужно будет тормозить перед автомобилем. Получается, с нас круиз-контролем снимают какие-то заботы по управлению автомобилем, но в то же время появляются другие заботы. Нужно следить за другими системами. Круиз-контроль работает до 150 км в час. Потом просто невозможно больше выбрать скорость, разве что может педалью газа. Заметил эстакаду. Как же на нее удобно заехать. Есть функция такая. Нажимаем на паркинг. И вот это означает режим на мойке, что-то такое. Такой режим переходит. То есть мы видим, да? Опять же, в таком виде, сейчас в таком случае я не вижу вообще, кроме неба, ничего. Нос задирается, и само покрытие, по которому я еду, мне не видно. Поэтому я включаю камеру, и только по камере могу ориентироваться. Покажу еще, как спускаться. Вдруг солнце засветило в первый раз. Экран. Включаю заднюю. Снимаю с ручника. Мне нравится ездить без автохолда, потому что когда на нейтрале переводишь на передачу, машина сама потихоньку начинает движение. Мне это больше нравится. Она делает это плавней, чем если бы ты давил педаль газа. Вы знаете, без этой штуки здесь было бы гораздо сложнее, тем более самому.
Если ехать со скоростью 110 км в час, то в поворотах не притормаживает. Система запросто справляется. То есть, получается, я столько раз ездил, и вот только сейчас смог определить, только до меня дошло, что если едешь 110, то можешь... она не притормаживает в поворотах. Она справляется. В общем, как итог, можно сказать, что до 110 км в час система справляется с поворотами без притормаживания. Если скорость выше, будет притормаживать для безопасности. По пути следования возник мотоциклист, и машина также определила его как мотоциклиста, и также, как и перед автомобилем, притормаживает и держится в его фарватере. То есть мотоциклисты и велосипедисты защищены. В случае можно плестись, и у нас будет скорость все время 90 км в час, что не всегда является желаемым. Поэтому второй вариант езды чуть быстрее. Включаем поворот и двигаемся в этой полосе. В этой полосе мы можем двигаться уже немного быстрее, в пределах разумного, насколько это позволяет правила дорожного движения. И лишь изредка сзади нас будут просить уступить им дорогу те автомобили, которые будут ехать быстрее. В таком режиме мы можем двигаться чуть с большей скоростью и в таком же комфортном формате, при условии, если у вас на дороге не так уж много автомобилей. Потому что если постоянно вас будут сзади просить уступить дорогу, вы постоянно будете отвлекаться на перестроение. Такой себе вариант. В то же время ехать 160 по такой трассе является превышением скорости. Хочется отметить, что машина стоит очень уверенно на трассе, никуда не рыскает. Вот как ее поставили, так она и едет. Отличие интеллектуального круиз-контроля и адаптивного. Адаптивное — это то, что привычно в нашем понимании было как круиз-контроль. Интеллектуальный круиз-контроль — это как бы новая его генерация, больше уже с элементами автопилота. То есть на практике я заметил только одно отличие — удержание в полосе. Адаптивный круиз-контроль, вот сейчас я в нем двигаюсь, он также двигается с установленной вами скоростью, тормозит перед автомобилями, набирает скорость за ними, но отсутствует какое-либо удержание в полосе. В таком режиме вы можете теоретически, прерывать полосу без поворота. Вот я сейчас проехал, и машина не ругается. И в таком случае вам необходимо все управление руля держать под контролем. То есть в режиме интеллектуального круиз-контроля, переключаюсь сейчас еще раз, я могу себе позволить слегка отпустить руль, машина будет в полосе, отвлечься, посмотреть в сторону. В режиме адаптивного круиз-контроля я постоянно держу руки на руле и постоянно четко контролирую руль. Допустимое в режиме интеллектуального круиз-контроля при сбросе расход топлива показывает 10 литров на 100 километров. Ровно 10 литров на 100 километров показания. Удавалось добиться минимально 8 литров. И, уверяю вас, меньше он не будет. Он будет только больше. До 11, может быть 11,5, если вам нужно совершать больше обгонов, делать ускорение. Это при таком рельефе, потому что если рельеф
дороги будет постоянно с подъемами, спусками, в таком случае вы будете тратить больше бензина. Немножко, но больше. Поэтому, кто бы вам что ни рассказывал, но расход по трассе можно определить в среднем как 10-11 литров на 100 километров. Если вы захотите экономить, что тоже вполне возможно, я думаю, вам просто необходимо снизить скорость до 110 километров в час. Так, как сейчас мы отреагируем? Ну, мы не заметим эту машину. Определили, но никак не отреагировали на нее. Заключила экран, сейчас попробую. Может, это Android еще. Все понятно. Надо было... Так, если заглючил экран черный, нужно дернуть Android. Ну или CarPlay. Очень редко, но бывает. Ну, может быть, второй или третий раз за все время. Круиз-контроль, как интеллектуальный, так и адаптивный, активируется при скорости движения более 60 км в час, что по сути делает его бесполезным в городе. Конечно же, в городах есть участки дорог, где можно пользоваться. Там трассы между районами, где-то магистрали. Но использование на узких улицах города со светофорами, с большом плотном потоке машин, с круговым движением делает невозможным на практике использования этой функции. Рычажок включения круиз-контроля находится чуть ниже, чем рычаг управления поворотником. И требует немного привыкания, потому что я замечал, что несколько раз вместо того, чтобы включить круиз-контроль, я включал поворот. Такая же реализация у Мерседеса. Для того, чтобы снизить скорость, я могу рычажком вниз, клацая вниз, снизить скорость. 5 км в час у меня шаг снижения скорости. И в таком случае круиз-контроль не отключается. Тормозит машина, и круиз-контроль не отключается. Тут попрошайки. Сейчас. Ну, дальше вот, ну невозможно дальше ехать. Вот машина, она просто, да, невозможно в городе использовать, потому что она просто не тормозит. И надо брать управление на себя. Поэтому в городе не замучаетесь этой функцией с круиз-контролем. Так, отключаю. Мне уже это не надо. Одним движением отключается круиз-контроль. Предыдущий участок дороги был абсолютно ровный. Хоть стакан с водой ставь, наполненный до краев, не разлилось бы. Здесь участок дороги с не очень хорошим асфальтом. В салоне уже на таком асфальте появляется чуть больше шума. В ином случае по шумоизоляции у меня к машине вообще вопросов нет. Она, конечно же, не люксовая, но находится на хорошем уровне. Не хуже, чем многие другие автомобили в этом классе, даже дороже. Особенно добиться улучшения этого параметра удалось после замены резины. Мишлен гораздо тише, мягче и эластичнее стоковых Хэнкуков. Ну, Хэнкук, который установлен по дефолту на этом автомобиле, он китайского производства. И откровенно резина
слабоватая. Вот на этом участке заметно тише идем. Зависит от асфальта, от его структуры. Также на высоких скоростях я заметил, что где-то уже после 140 ветер. Начинаем слышать ветер встречный. Ну а так при обычных стандартных условиях уровень шума меня очень даже устраивает. У меня есть возможность иногда тестировать те или иные автомобили, и я могу вас уверить, что шумоизоляция не всегда такая, как у нас здесь сейчас. Ну что, попробуем включить в городе. Вот, скорость, допустим, 30-40 км в час. Я пытаюсь включить, оно просто не активируется. Машины читаются, но система не активируется. Невозможно активировать. Меньше чем 60 км в час даже нет смысла пробовать. Судя по показанию прибора, удалось снизить расход топлива до 9,6. Ну, если это так принципиально, может быть, кому-то. Например, двигаемся на такой дороге без обозначения полос, с какими-то ямами. Конечно же, здесь движение с электронными помощниками невозможно, потому что вам нужно перед ямкой притормаживать, объезжать, и это будет несовместимо. Электронные помощники несовместимы с такого качества дорогой. 3 режима у руля, 3 режима усилия на руле. Легкий, стандартный и спортивный. Само собой, слово легкий говорит само за себя, что это самое легкое вращение рулевого колеса. Стандартный чуть увесистее руль, и спортивный это уже такой, что когда его включаешь, поворачивать даже тяжеловато. Так вот можно быстро переходить. Еще раз. Функции. Можно подтянуть сюда поближе. Сейчас комфорт. Переключу в спорт. Ну, конечно, ехать можно, но не так удобно. На поворотах. Хотя, в принципе, нормально. Попробую в городе на ходу отключить систему удержания в полосе. Напомню, для того, чтобы зайти в интеллектуальный круиз-контроль и получить уже систему удержания в полосе, достаточно просто нажать рычажок 2 раза. А вот отключить нужно сделать следующее. Автомобиль. Вождение. Умное вождение. Попадай. Боковая система поддержки. Надо попасть. И вот каждую отключить. И вот еще поддержка на полосе. Отключаем, 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 отключаем. Вот все, теперь она отключена. Нельзя назвать этот способ легким, особенно при движении в городе. Нужно отвлекаться, не всегда попадаешь. Поэтому я выбрал для себя такое правило, что в городе я езжу с отключенными системами удержания в полосе, а выезжаю на трассу, если мне нужно, включаю интеллектуальный круиз-контроль нажатием рычажка, и таким образом у меня активируется система удержания в полосе.